Приветствую всех, дорогие друзья, на нашем канале. Мы в Испании. С вами я, Татьяна. Мы рассказываем на своем канале об Испании. Сегодня я хотела рассказать вам одну интересную вещь, которую мне рассказала моя соседка. Соседка из Бильбао, испанка. И мы с ней как-то разговорились в бассейне. Вообще мы частенько говорим. Она приехала сюда на вакасионес на несколько недель из Бильбао. Я уже это рассказывала в прошлом ролике. И мы с ней периодически встречаемся в бассейне и говорим о том, что мы собираемся по-серьезному заняться изучением испанского языка. Вот прям всерьез взяться, изучить там грамматику, все как положено. Хотя грамматику мы в Питере изучали уже с Анхелем. Вот. И она со мной, кстати, поделилась некими размышлениями. Всегда интересно, что думают местные, что говорят испанцы там по разным вопросам. И она мне очень много интересных вещей сказала, какие-то лайфхаки свои, вообще про жизнь, про отношения к кое-каким вопросам. И сегодня я вам кое-что раскрою. Я вам не буду рассказывать все полностью, потому что, это все-таки наши с ней личные беседы, но кое-что я вам расскажу. Говорю, мы как-то встретились в бассейне, я говорю: Мария, мы хотим серьезно изучить испанский язык. Я думаю, что мне нужно пойти Алексею на курсы. Во всяком случае, я вот чувствую в себе такую потребность. Она мне говорит: ты понимаешь, Татьяна, это очень хорошо. Ты изучишь грамматику, ты будешь грамотно писать, будешь знать правила, прошедшее, настоящее, там, будущее время, все времена изучишь, все классно, но ты потратишь много денег и много времени. А есть гораздо проще вариант. Помимо того, что ты будешь там изучать немножко грамматики, в принципе, самое главное, это вот общаться с местными людьми, то есть с носителями языка. Я всегда хотела узнать, как думают местные люди, понимаете? То есть учителями, но очень интересно местных людей, которые даже не являются профессорами испанского языка. Вот она говорит: понимаешь, мы, испанцы, мы любим, когда нас спрашивают, когда у нас спрашивают советы, когда к нам обращаются и за помощью там в жизни и так далее. То есть мы никогда не скажем вам, что вы неправильно говорите, мы не будем обижать вас, если вы стараетесь на этом языке. Но мы всегда открыты к общению. Если ты пойдешь и начнешь в кафе, в магазине, в жизни, там с соседями разговаривать, расспрашивать о семье, о кулинарии, о каких-то традициях, о чем-то еще, то в основном люди всегда с тобой поделятся. Понятно, что на улице не будешь вот так первого встречного спрашивать, но если уже есть какой-то там контакт где-то в кафешке или где-то еще, то люди всегда об этом с удовольствием делятся. И никогда, кстати, не делают замечания по поводу неправильного произношения. Мне, кстати, Мария сказала, что даже если ты что-то неправильно скажешь, все равно мы тебя поймем в основном. Даже если ты неправильно что-то применишь. Будь там доктор или будь там где-то, я не знаю, почтальон. В общем, мы все равно тебя поймем. То есть никто не будет над тобой смеяться. Мы, кстати, это очень часто. И она говорит: обращайтесь к местным, как правильно говорить. Мы с Алексеем очень часто, кстати, вот лайфхак для кого-то. Мы когда ходим в магазин, вот прям вчера даже, как это называется? А правильно мы сказали вот так. Я потом чуть позже вам тоже расскажу один случай неприятный у нас он случился. Не про сам случай, а про помощь, которую нам оказали местные соседи. Кстати, мне Мария напомнила про то, как, в принципе, люди в детстве, да, учат язык, дети. Они же не ходят с книжкой, с тетрадкой, самые маленькие. Они всегда слушают, что там мама книжки читает, общаются вот на уровне игры, слушают мультики какие-то на своем уровне, общаются со взрослыми, взрослые их просто поправляют, да, и дети выучивают язык. Каждый ребенок на своем родном языке, он когда учится говорить, как иностранец. Вот она мне это тоже сказала. Ты не бойся, говори как ребенок, все равно тебя поправят, и ты быстрее выучишься. Вот она мне сказала самое важное, что я вам тоже хочу сказать, что нельзя только полагаться на курсы, нужно общаться. Даже, говорит, если ты будешь ходить на курсы, обязательно разговаривай. Мы, испанцы, такой народ, то есть мы, говорит, очень общительные, мы любим общаться, мы любим, когда изучают наш язык, и мы поправляем только в том случае, когда люди сами об этом спрашивают, просят. То есть вот я замечала, они никогда подчеркнуто не говорят: вы говорите не с тем артиклем, вы говорите не с тем диалектом. Так нам столько поправляли, извините, наши соотечественники. Вот. Никогда местные жители, никто, нигде, никакой человек, никакой профессии, наоборот, всегда все очень рады, когда мы переходим на их язык и говорим: а мы изучаем испанский. Они стараются помочь, они стараются правильно сказать. Или Алексей все время болтает с заправщиком на станции, они уже прям, в хороших, так, дружеских отношениях, и тот все время нам вбрасывает новые фразы.
Вот все время как бы и мы запоминаем, заучиваем, где-то применяем. И вот так. Да, может медленно, но двигается. Все-таки эта методика работает, общение с местными. Плюс она говорит, что... Сейчас я вам дальше это расскажу. Грамматика это одно, но нужно еще почувствовать язык. Для этого нужно знать культуру, вообще менталитет. И для этого, конечно, надо выходить на улицу, общаться, но не то, чтобы с первым встречным, а вообще, в принципе, просто ну, стараться больше общаться с местным населением. Она говорит, например, мы, испанцы, мы очень общительные, и мы не мы такие социальные, мы не любим сидеть в своем домашнем замкнутом пространстве. У нас часто бывает, особенно здесь на юге, небольшие квартиры, ну, то есть они уютные, там небольшие спальни, но большие гостиные, большие террасы. А почему она объяснила? Потому что мы, говорит, уделяем внимание социальному общению. То есть к нам могут приходить люди, но в основном мы выходим из дома, мы идем в кафешки, это может быть завтрак с друзьями, там, кофе с соседями, с коллегами, либо мы собираемся всей семьей, там, с бабушками, дедушками в субботу-воскресенье. То есть мы выходим, но молодежь, само собой, тоже выходит, они не сидят по домам. У них для этого есть клубы различные, где они встречаются и так далее. Пляжи, там, ну, масса мест. Спортивные залы, все очень активно занимаются спортом. Поэтому она говорит, все такие социально активные. И для этого, для того, чтобы все это узнать, вот прочувствовать Испанию, выучить язык, нужно выучить эту культуру, то есть изучить. А для этого нужно, естественно, ходить в люди, общаться и узнавать что-то новое, путешествовать, возможно, что мы и стараемся делать. Мария говорит, что много времени местные люди проводят на улице, испанцы. И у нас, говорит, здесь это называется выражение «vida de calle», то есть такая уличная жизнь. И это не значит, что это молодежь там слоняется без дела. Это могут и бабушки с дедушками гулять, садиться в кафе, там чурос съесть или кофе попить. Взрослые люди. Ну, то есть вот такая вот социальная активность. Я ее спросила, а про что вот вы любите говорить, например, вы, испанцы, про что вы любите говорить? Она говорит, ну, мы говорим не только про семью, про погоду, ну, вернее, не только про погоду, там, про природу, что-то такое, про еду. Можете спросить что-то про семью, там, про что угодно. Например, за 1,5 часа, когда она приехала, мы только увиделись, за 1,5 часа времени она нам рассказала и про работу, и про мужа, и про маму, папу, бабушку, дедушку. То есть они, в принципе, ну вот про традиции, про какие-то, про кухню, что им нравится готовить, как они живут, как жили бабушка с дедушкой, что это было, как в Бильбао, где она гуляла в детстве. То есть и мы задавали ей вопросы. Алексей, что? Да, про режим Франко она рассказала, то есть что-то историческое. То есть Алексей задавал тоже какие-то вопросы ей, она с удовольствием отвечала, она говорит, то есть вы не только там, допустим, про кофе с молоком поговорить или про что-то еще, но вы можете спрашивать какие-то вопросы, и мы, говорит, с удовольствием отвечаем на них. У нас, в принципе, ну, наверное, есть запретные темы, это сколько ты зарабатываешь, что у тебя болит, там что-то еще, но это из неприличного, что, наверное, у любых национальностей, в принципе, не принято спрашивать нас там про семью, про учебу, про что-то еще. Ну, то есть это, в принципе, нормально. Так? Кстати, еще один интересный момент. Мария мне рассказала про то, что испанцам очень важно прием пищи. Например, вот сиеста. Она говорит, что, в принципе, мы даже детям в детстве рассказываем, что там утром вы можете заниматься какой-то рабочей деятельностью, учебной до вечером, но обед есть обед, сиеста есть сиеста. То есть это вот исторически так сложилось. Про прием пищи тоже, про то, что они там любят готовить, про то, что для испанцев это тоже очень важно. Они собираются там на семейные какие-то посиделки, там, поели у бабушки, что-то такое. То есть она подчеркнула, что это тоже очень важный момент. Но это как раз-таки можно на эту тему поговорить. Например, как она готовит, там, едят ли они там бильбао гаспачо или какой-то другой супчик, как они готовят его. То есть она может вот дать какие-то... Ну, я думаю, что вот любой там испанский сосед может вам рассказать, а как вот он готовит паэлью, например. Но они придают этому значение. То есть они вот собираются на обед, они не уходят там через полчаса, быстренько что-то закинули в себя, вот, и побежали. То есть они сидят часами, общаются, у них там это не просто поглощение еды, но это вот какая-то традиция, это культура, это вот все так идет размеренно. В принципе, у нас вот есть соседи, мы видим, так действительно с большой семьей собираются, сидят, и вот сели в обед,
где-то вечером они уже начинают плавно расходиться. То есть это очень долго у них все такое мероприятие растягивается. То есть это целая культура, которую тоже следует немножечко изучать. Еще она со мной поделилась, например, тем опытом, как изучал язык Эускера ее муж. Я уже рассказывала, что Мария, она из Бильбао, вся ее семья оттуда, и муж у нее, соответственно, вы знаете, что в период правления Франко, если не знаете, я вам расскажу, в стране басков запрещался язык Эускера, да, применение его, разговор на этом языке, но тем не менее носители этого языка, они все-таки сохраняли язык, его оберегали, как-то носили это все в себе. Ну и вот когда он пришел на работу, ее муж устроился на работу, то были какие-то сотрудники, которые говорили на Эускера, а он его не знал и изучать не хотел категорически. Она говорит, то есть, в принципе, он, зачем мне это надо, я его не буду изучать, но работа есть работа, работать надо всем, и вот шаг за шагом, пасу а пасу, как она говорит, и ты, Татьяна, говорит, и ты, Алексей, выучите пасу а пасу, изучите язык, будет все нормально. И он так получилось, что вот они что-то говорили на Эускера, и он невольно, не желая, просто то, что он слышал, что-то как-то где-то, и за годы, вот пасу а пасу, он выучил этот язык, изучил язык Эускера. Поэтому она говорит, главное слушать, очень важно. Некоторые не хотят учить, говорят только на английском, например, только на французском. Ну, вот это им не очень как бы. Если вы здесь живете, все-таки нужно уважать то место, где проживаешь, и, соответственно, изучать язык этой страны. Поэтому, то есть, в принципе, она говорит, что мы относимся весьма положительно. Вот. Но спортсмены ходят, поэтому, видите, то есть я стою на тропе спорта, ну ничего страшного. Вот, поэтому, говорит, вы просто смело общайтесь, говорите, разговаривайте, и вот получиться может, как вот у ее мужа получилось, невольно выучил язык. Но, дорогие друзья, могу сказать, что если просто проживаете и думаете, что он прилипнет сам собой, ничего подобного, нифига он не прилипнет. Им надо заниматься, изучать и традиции, и культуру, и путешествовать в разные интересные исторические места, ходить в музеи, слушать людей, действительно там общаться, коммуникатировать. Не прилипает он сам. Это миф, который я разбиваю в этом ролике. Не прилипает. Можно 30 лет прожить и нифига не говорить. Главное говорить и не бояться. А сейчас я вам расскажу чуть дальше о том случае, который у нас произошел и где нам помогли испанцы. Ну и теперь о том случае, который у нас произошел. У нас недавно произошел случай, ну, весьма такой, прямо в урбанизации для нас не очень приятный, и нам нужна была помощь. Причем помощь, совет именно, знаете, не официальных каких-то органов, а местных жителей. Ну, такой вот жизненный совет, важный очень, и для нас такая очень волнительная ситуация. Я не буду рассказывать подробности, но тем не менее. И вдруг вот на наше счастье приезжает, когда у нас сложилась такая ситуация, и нам нужна была какая-то совет, помощь, приезжает наша замечательная семья, которая живет рядом с нами, из Мадрида, испанская семья. И мы обращаемся, то есть к испанцу, говорим о том, что вот советуй нам, что нам делать, тыры-пыры, то есть нам нужна твоя помощь, не мог бы ты нам дать совет, как местный человек. На что он так вникся в эту ситуацию, то есть он не просто раздал советы, что у нас в Испании вот то-то и то-то, так-то и так-то надо действовать, а он прям вот так вникся, что он прямо и писал нам в помощь, там обращался в соответствующие органы, и звонил, и взял под контроль эту ситуацию, говорит, я контролирую, то есть я здесь, вот пока я эти дни нахожусь здесь, все, вы можете на меня рассчитывать. И действительно он, находясь здесь, они прямо вот с женой очень, ну, я не знаю, так трепетно отнеслись. Знаете, так родственники иногда не относятся к этой ситуации, вот когда нужна какая-то помощь. Действительно, вот прям вникли в эту ситуацию, было очень приятно, как-то так, ну, прям
неожиданно даже, я бы сказала. И уезжая, они уже, я вот почувствовала, что они даже больше стали расположены именно после такого доверия, когда мы пришли именно к ним за советом и помощью, они прям почувствовали какую-то такую, что вот они не только поучаствовали в этом, но они как бы стали вот как-то ближе, что ли. И жена там вся улыбалась, и разговаривала, и все, говорит, мы уезжаем, потому что у нас много работы, но в октябре мы приедем, так что не грустите, не скучайте, мы всегда на связи. Вот так вот, дорогие друзья. То есть действительно вот слова Марии, они оправдались. Действительно сложилась какая-то ситуация, мы обратились за помощью и поддержкой, и местные именно не просто поучаствовали, но еще и вот как-то так приблизились немножко в общении. Я не хочу идеализировать это. Наверное, все разные люди. Может быть, нам вот попадаются такие заботливые, внимательные, ну, такие трепетные люди. Но, в принципе, наверное, все индивидуально. Наверное, есть какие-то, может быть, менее там, более замкнутые люди, менее расположенные к общению, может быть, еще что-то. Но, во всяком случае, вот такого агрессивного поведения или какого-то злобного, завистливого поведения вот со стороны местных жителей мы никогда на себе не ощущали. То, друзья, сегодня я поделилась с вами вот такими, как сказать, местными знаниями, которыми со мной поделилась испанка, э, милая женщина из Бильбао, которая приезжает сюда на вакасионис. Ну, надеюсь, она будет ездить чаще, поэтому будет чаще нам рассказывать какие-то интересные вещи. Ну, или, во всяком случае, мы будем с ней на связи, и она будет что-то нам там интересненькое, такое полезное для нас рассказывать. Вот. То есть мы с вами услышали, что местные думают о том, как нам выучить язык, как вообще они к этому относятся, готовы ли они нам помогать, готовы, в общем-то, и что для них, в общем-то, культура, да, то есть они люди, которые любят общение, которые, жизнь которых протекает на улице. Вот сейчас, например, вечер и такая себе плохенькая погода, но местная испанская молодежь играет в волейбольчик на пляже. Поэтому и купаются, да. Поэтому они любят находиться в обществе себе подобных, они любят находиться в таком социальном пространстве людей. И вот, как говорится, уличная жизнь такая, в хорошем смысле этого слова, в хорошем смысле этого слова, не какое-то там бомжевание. Вот, тем не менее, то есть мы с вами сегодня это узнали, я с вами поделилась, за сим разрешите откланяться, надеюсь на то, что это полезно вам и интересно. Жду ваши вопросы под видео, если таковые у вас будут, комментарии, соответственно. Ну и не напрашиваюсь на лайки там, и так далее, там какие-то платные поддержки, спонсорство, супер спасибо, но всегда приятненько. Мотивация, она есть мотивация. Все, всем nos vemos, удачи, добра, там что еще я говорю обычно. Адьос, чао-чао.